Всем привет! Я наконец-таки полноценно переехала в свой дом на колесах под названием Toyota Prius и начала путешествовать по США. Недавно я посетила свой первый национальный парк и хочу поделиться этим приключением с вами. Те, кто следят за мной в Инстаграме, уже знают, что в этом лесу я повстречала медведей. Если вы хотите посмотреть, как это было, а также увидеть других диких животных, узнать о деревьях-гигантах и посмотреть множество красивейших мест, не переключайтесь. Вот мы подъезжаем уже к въезду, где будут проверять билеты. И у меня есть вот такая вот карточка годовая. По ней я могу ходить во все национальные парки Америки бесплатно. Стоит $80. Тут на въезде сразу очень много информации о медведях, что они вламываются в кемпинги, в машины, что воруют еду. Вот так вот, например. Видно тут. И это, с одной стороны, страшно, а с другой стороны, очень круто. И, возможно, я встречу Мишку где-нибудь вот такого вот. Тут даже мусорки сделаны так, чтобы медведи не открыли. Тут надо нажать сначала внутри штучку, и потом только открывать. А еще здесь есть специальные ящики для еды. Тоже они открываются и закрываются вот так. То есть, когда приезжаешь на парковку, здесь сказано, что нужно всю еду из машины вот сюда, вот в эти ящики ставить. Потому что медведи активны днем и ночью, они могут пробраться в машину. Мне дали карту гигантских размеров. Я сейчас нахожусь в этой точке и буду путешествовать по всей вот этой вот дороге, останавливаться в красивых местах, которых тут очень-очень много. И в итоге доеду до этой точки. Я приехала на первую из основных локаций, и я уже в шоке. Здесь такая красота. Называется это место Моро-Рок. Это такой большой-большой камень. Его было видно отовсюду, вот где я ехала, потому что отсюда сейчас вот видно все дороги, по которым я ехала. Я не знаю, что там будет дальше, если первая локация уже такая офигенная. Я тут нашла полуживое дерево секвойи, и в нем есть вот там вот дырочка, в которую я хочу залезть. Я не знаю, насколько это хорошая идея, но дырочка же есть. Ой, 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 офигеть! Смотрите, это я внутри секвойи. Можете себе представить? Я раньше, когда слышала о национальном парке секвойя, я думала, что сюда приезжаешь, и здесь только чисто вот секвойи. Поэтому как-то я не очень хотела всегда сюда попасть. А на самом деле секвойя — это просто маленькая-маленькая часть. Я не знаю, сколько дней я пробуду в национальном парке, но я решила, что я не уеду отсюда, пока я не увижу медведя. И точка. 1, 2, 3, 4, 5. Я иду мишек искать. Кто не спрятался, мишки, я не виновата. Ребята, я увидела медведя. Мамочки, так страшно, я тут одна. Все, я нашла Мишку, я больше не хочу. Я больше не хочу Мишек искать. Я не хочу. Я больше не хочу Мишек искать. Что делать? Жесть. Ребята, я не знаю, что делать. Он просто так уходит там себе. Ладно. Я, наверное, пока поближе к парковке вернусь. Я не знала, что так быстро произойдет моя встреча с медведем. Я встретила каких-то людей на дороге, и они идут со мной. Мне одной идти очень-очень страшно, поэтому я иду с людьми. Может, сейчас получится на камеру заснять Мишку. Те люди, с которыми я хотела пойти дальше, в сторону медведя, они побоялись, и в итоге мы вернулись на паркинг. Но потом я встретила других людей, которые тоже с камерой хотят заснять медведя, поэтому мы с ними сейчас отправились на поиски. Еще другие люди нам сказали, что здесь есть где-то маленький медвежонок. Сейчас будем искать. Вот, когда-нибудь у меня такая камера будет медведя снимать. Там вот маленький Мишка ходит, представляете, по полю. Вот это мы, конечно, весело на медведей поохотились. Мне очень понравилось. Я даже не ожидала, что вот так вот такое будет, такое случится. Ну, конечно, в первый раз медведь ко мне был очень-очень близко, и жалею, что убежала. Могла бы такие фотки и видео сделать, но
Кто знает, как бы он отреагировал. А оказывается, люди тут ходят, вообще гуляют, фоткают медведей и не боятся. Время уже 6:30 вечера, скоро закат, так что мне нужно скорее искать место, где я останусь ночевать. Вроде как в машинах спать здесь нельзя, нужно оплачивать кемпинг. Но, естественно, я оплачивать его не буду, поэтому надо найти какое-то все-таки местечко укромное, где меня никто не найдет. А вдруг там будут медведи? Вот что меня вообще пугает. Я обычно ночью выхожу в туалет, например, и как я тут буду выходить, я вообще без понятия, потому что я сейчас понимаю, что медведи реально вот прям вот где-то рядом ходят. Я тут на парковку подъехала. Ну, здрасте. Вот они что приходят. Люди еду оставляют на парковках, а они приходят полакомиться. Что там, пицца у тебя? Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Там опять медведь. Вот он стоит, облокотился на дерево. Очень-очень близко. Жесть. Я не знаю, как я писать ночью в туалет буду выходить. Наверное, я не буду выходить. Доброе утро! Я спала сегодня на парковке возле одной из локаций. Вообще так делать нельзя. Но никто ничего мне не сказал. Я была тут вроде бы как одна. Было очень темно. Мне было страшно, что придут медведи ночью за едой, потому что у меня еда в машине. Но все прошло хорошо, слава богу. Сейчас, наверное, позавтракаю и буду двигаться на остальные локации. Вашему вниманию представляется самое широкое дерево в мире. Генерал Шерман. Диаметр основания этого дерева составляет 11 метров, и хотя оно самое широкое в мире, но это не значит, что это самая древняя секвойя. Этому дереву примерно 2200 лет, а самой древней секвойи примерно на 1000 лет больше. В парке очень много упавших секвой, и поскольку они такие огромные, иногда переграждают входы, в них прорезают такие маленькие туннельчики, чтобы можно было проходить. А через один даже можно было проезжать. Я проезжала на машине. Мне было интересно, почему же в лесу так много упавших секвой, что заставляет их падать. И вот на этом стенде я нашла информацию. Их убивает их собственный размер. В какой-то момент, когда дерево становится очень большим, оно может потерять баланс. Это может произойти из-за погодных условий или если рядом проходит строительство каких-то дорог и повреждаются корни. Либо же, если дерево попадает в пожар, оно падает именно в ту сторону, с какой стороны оно обгорело больше всего. Секвойи переживают множество пожаров за свою жизнь, то есть они не умирают после первого же пожара. А еще я узнала, что пожары даже помогают расти секвоям. Как это работает? Когда наступает пожар, все опавшие листья сгорают, и семечки, опавшие с дерева на землю, раскрываются и достигают почвы, поскольку вся листва опавшая сгорела, и начинают прорастать. Странно получается, что вроде бы как пожар — это плохо, а вроде с другой стороны это хорошо. Я приехала на какую-то локацию, на которую вообще не собиралась. Вышла случайно, я искала туалет и свернула с главной дороги на какую-то сначала узкую асфальтированную дорогу, потом на дорогу, на которой только камни и песок, примерно как из прошлого видео. И все это время я думала, что я еду куда-то, куда нельзя посетителям национального парка, что эта дорога предназначена только там для работников каких-то, но в итоге она привела меня на смотровую площадку, вот там вот здание сверху находится. Сейчас я туда поднимусь, и здесь такая красота. Это место предназначено для того, чтобы следить за пожарами в лесу. Тут прям живет вот эта женщина, кажется. Ну, это типа магазинчик, и она тут живет, потому что здесь кровать, умывальник. Класс. Это все кажется каким-то нереальным, вот честное слово. Вот почему эта женщина там работает? Я тоже хочу там работать. Это так кайфово, наверное, жить в том домике. А представляете, если, например, какой-нибудь шторм, и ты вот в этом малюсеньком домике, вот там вот наверху, и вокруг тебя на километры никого. Я наконец-таки добралась до локации, которую видела еще с пожарной вышки, с других смотровых площадок. Это озеро Хьюм. Здесь очень красиво, вокруг лес. Но когда я только сюда приехала, я подумала, что очень много людей, было очень шумно, но это только с одной стороны озера. С другой стороны озера тут такая тропинка проходит. Тут более спокойно, люди просто садятся возле берега, берут надувные матрасы и плавают. И я подумала, что, наверное, нужно бы мне тоже искупаться. Вода, по-моему, не очень холодная. Я так потрогала немножко ногой. Но что-то мне цвет не очень нравится, какой-то он зеленоватый. Но люди вроде купаются, так что, наверное, я искупнусь. Я тут яблоню нашла возле озера, прикиньте.
Очень хочется попробовать яблочко, наверное, сейчас с земли возьму какое-нибудь. Немного кисленько, кажется, они еще не зрелые. Ну да, семечко белое внутри, значит не спелые. Я сначала не понимала, почему на озере так много детей. А оказывается, что здесь детский летний лагерь. Прям вот такой вот, который показывают в американских фильмах. И я очень-очень обожаю лагеря и всегда мечтала побывать в американском лагере. И, может быть, когда-нибудь у меня это получится не в роли ребенка, а хотя бы в роли вожатого. Я узнала, что та часть парка, которая начинается после озера Хьюм, закрыта, поскольку прошлой зимой произошел жесткий развал дороги, и ее до сих пор не починили. Я немного расстроена, потому что думала, что у меня впереди еще много локаций красивых. Оказалось, что озеро Хьюм была последняя локация. Поэтому путешествие по национальному парку закончено, а это значит, что пора делать выводы. Я могу сказать, что мне очень-очень понравился национальный парк Секвойя. Это волшебное место. Я столько животных диких не встречала вообще в своей жизни никогда. Животный мир потрясающий. Также очень красивые растения, секвойи, наверное, теперь одни из моих любимых деревьев. Тем, у кого есть возможность посетить этот национальный парк, я 100% советую. Но советую приезжать не на низкой машине, а на машине повыше, потому что до некоторых локаций, чтобы добраться, желательно ехать на машине повыше. Я, конечно, на своем бешеном приусе проехала, но почиркала я так нормально, и бампер немножко поцарапала опять. Я на 100% довольна этой поездкой, рада, что решила все-таки посетить этот национальный парк перед тем, как уезжать из Калифорнии. Будем заканчивать это видео. Спасибо, что досмотрели до конца. Не забудьте поставить лайк, если вам понравилось, и подписаться на канал. А я говорю вам пока-пока. До новых встреч. Муа.